Без этого человека русская литература первой половины XIX века была бы совсем другой. Другим был бы Евгений Онегин. Еще большой вопрос, был бы Чацкий или нет. Другим был бы даже и сам Пушкин, потому что Петр Яковлевич Чаадаев оказал на него самое существенное влияние. Но он влиял не только на юного Пушкина, но и на весь высший свет. Он был чрезвычайным и полномочным послом дендизма в России. Все подражали его манерам, хотели одеваться, как он, говорить, как он, двигаться, как он. Но у дендизма была еще и другая сторона. Денди – это не слепое следование моде, это безупречный стиль, это быть одетым с иголочки, быть одетым так, чтобы потом невозможно было вспомнить, в чем ты был, потому что одежда становится второй кожей, она становится очень органична для человека. Денди незаметен в толпе, но он безупречен. И этого умнейшего человека, образованнейшего, тонкого, безупречного, прозвали сумасшедшим. Почему? Первая причина, по которой Чаадаев мог показаться человеком странным и непонятным, это история с полками. Дело в том, что дворянских детей сразу при рождении записывали в тот или иной полк в зависимости от знатности рода. И Чаадаева записали в самый знаменитый Семеновский полк. Но когда он подрос и уже начал настоящую карьеру военного, он понял, что он сам хочет выбирать свою дальнейшую судьбу. И вдруг совершенно неожиданно заявляет, что он уходит из престижного Семеновского полка в менее престижный Ахтырский. Все недоумевали, почему. А Чаадаев объяснил это тем, что ему больше нравится мундир Ахтырского полка, он лучше на нем сидит. Это было объяснение, а на самом деле он просто сам для себя решал, где служить. Вторая причина – история с императором. Александр I находился за границей, когда в Семеновском полку, который он курировал, вспыхнуло восстание. И нужно было императору об этом сообщить. Никто не хотел ехать, плохих гонцов не любят. Вызвался Петр Яковлевич Чаадаев, молодой начинающий офицер, блистательный, будущий адъютант, как все считали, самого императора. Он едет для того, чтобы один на один поговорить с императором, сказать ему то, что так наболело, рассказать ему о том, что как несправедливости много в России, как нужно все менять, нужно дать больше свободы. И с этой мыслью он приходит с императором, император его выслушивает и ничего не говорит. Молчание в ответ. После этого странного разговора несостоявшийся адъютант подает в отставку. Злые языки говорили потом, что этот денди слишком долго менял наряды и поэтому слишком поздно императору сообщил. А на самом деле мы-то понимаем, что причина была в другом. Разговор не состоялся. Чаадаев понял, что свободы император этой стране не даст. Третья причина связана с декабристами. Петр Яковлевич Чаадаев был масоном очень высокого ранга. Из 9 ступеней, которые можно пройти в России, он прошел 8, и его знали и его почитали. Но масонские организации в 1922 году были запрещены, и они переродились в тайные организации будущих декабристов. Со всеми декабристами Чаадаев был знаком и оказывал на них очень серьезное влияние. Поэтому после его отъезда в 1923 году он во всем разочаровался и уехал. Все были уверены, что он уже из Европы никогда не вернется. Он слишком европейский. И после восстания декабристов, когда шло следствие, декабристы не скрывали своего знакомства и влияния Чаадаева на них. К тому же были у всех найдены списки «Горе от ума», которое было написано, конечно, под влиянием образа Чаадаева. Чацкий списан с Чаадаева. И все считали, что уж его-то они не подведут. И каково было удивление, когда после окончания следствия
Чаадаев вдруг совершенно неожиданно возвращается из Европы в Россию. Только сумасшедший может так себя подставить. Еще одна причина считать его сумасшедшим – это история с опубликованным письмом. Чаадаеву принадлежит мысль «я не научился любить Россию с сомкнутыми устами и закрытыми глазами». Это значит, я не могу не обращать внимания на то, что происходит вокруг. Мне не все равно, и я не могу молчать. И Чаадаев пишет письмо, и его публикуют. Когда это философское письмо показали новому уже императору Николаю I, он, прочитав, сказал: ну такое опубликовать мог только сумасшедший. И это было своего рода наказанием. Чаадаева провозгласили официально сумасшедшим, от него отвернулся весь свет, его нельзя было принимать в салонах, о нем судачили, и он практически затворником живет несколько лет в своем доме. Продолжает писать и общается только с дамами, потому что считает, что они-то как раз умнее и тоньше мужчин. Поэтому и прозвали его дамским философом. Чаадаев мог вернуться в Россию со словами Чацкого: «Когда ж постранствуешь, воротишься домой, и дым Отечества так сладок и приятен». Ему же могли бы принадлежать и слова «служить бы рад, прислуживаться тошно», потому что это как раз о нем. Чин следовал ему, он службу вдруг оставил, а это история, когда он подает в отставку на самом пике своей карьеры. Ну и, наконец, в чем обвиняют Чацкого, гостя на балу у Фамусова? Что, к фармазонам в клуб пошел он бусурманы? Конечно, фармазонам это исковерканное франкмасоны, и это обвинение тоже понятно, почему выдвигается Чацкому, потому что масон был Чаадаев. Ну а самое главное, какую судьбу он повторит: «Безумным вы меня прославили всем хором». Это ведь было написано еще до того, как провозгласили безумным Чаадаева. И дамский философ на много лет будет отрезан от высшего света. Какая судьба ждала Чацкого? Он мог стать декабристом. Какая судьба ждала Чаадаева? Его опять приняли в высший свет, и теперь он был желанным и почетным гостем. Все повторяли его высказывания, с восторгом передавали друг другу его слова. Он стал московской достопримечательностью. Ну а в литературе, если сложить вместе Чацкого, Онегина, князя Мышкина, Пьера Безухова, вот тогда и будет очень многогранный литературный портрет Чаадаева. Все знают выражение «не лезь в бутылку», но к стеклянной обычной бутылке это не имеет никакого отношения, потому что бутылкой называют вот это здание в Новой Голландии, здание военной тюрьмы, которое было построено для участников восстания в Семеновском полку, того самого восстания, о котором и докладывал государю-императору Петр Яковлевич Чаадаев. И потом для декабристов, с которыми Чаадаев был дружен, и если бы он во время восстания декабристов был на Сенатской площади, он бы наверняка разделил бы их участь. Не лезь в бутылку, можно было бы сказать ему, а он все равно говорил и писал, потому что не мог молчать.